Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Виталий Соколов, и сегодня мы сделаем разбор еще одного проекта, который делался не так давно на заказ. Сам по себе проект довольно простенький, но в реализации ваших каких-то простеньких игр, может быть, он вам пригодится. А именно мы сегодня разберем, как можно из текстового файла загружать какие-то лабиринты, проверять их, проходимые они или непроходимые, и волновым алгоритмом мы попробуем с вами строить путь. Желательно, чтобы это был минимальный путь для того, чтобы добраться с левого верхнего угла, например, в правый нижний. В идеале, конечно, можно сделать так, чтобы вообще в любую точку можно было, то есть дополнительную отметку добавить. Но мы с вами сделаем вот такой вот простенький. При случае, если вам будет необходимо к любой точке, вы сможете это всегда поправить и переделать, если вам это будет необходимо. Итак, давайте посмотрим, что это из себя будет представлять. Создаем текстовые файлы, самые обычные, я их называю по уровням, то есть level 0, 0, 1, 2, 3. Если мы их запустим, то иксами мы будем здесь с латинского алфавита обозначать непроходимые места. Там, где у нас будут идти нули, это проходимые места. Соответственно, когда мы будем загружать такие файлы, они должны будут у нас автоматически определяться и искать путь согласно этим путям. Размер у нас может быть абсолютно любой, и не обязательно, чтобы наши лабиринты были квадратными, они могут быть прямоугольными. Самое главное, чтобы ширина везде соблюдалась, и высота везде тоже хотя высота не обязательно, но ширина, да. Ширина не должна быть меньше, чем первая строка будет. Если будет меньше, уже могут начинаться ошибки. Можно, конечно, добавить проверку и на это, чтобы ошибок не возникало. Ну а теперь как выглядит сама программа. Есть кнопочка «Загрузить» и есть кнопочка «Проверить». При загрузке мы загружаем и смотрим сразу, что проходимо, что непроходимо. При проверке мы строим с вами путь. И проходимость карты у нас изначально неизвестна. Загружаем первый алгоритм. У нас, видите, все горит красным, то есть оно будет непроходимо, это уже 100%. Нажимаем «Проверить», и у нас выдается сообщение о том, что карта непроходима. Загружаем с вами второй. И здесь мы видим, что нули у нас горят зелененьким. И теоретически уже можно попробовать искать путь. Нажимаем «Проверять». Карта, тем не менее, все равно непроходима, потому что у нас, видите, нет пути для того, чтобы можно было пройти в нижний правый угол. А вот левый верхний, он, в принципе, рабочий. Загружаем Level 2. Тут уже путь должен быть построен, и возможный путь здесь только один. Вот такой вот. Нажимаем «Проверить», и вот автоматически строится путь. Обратите внимание, что -1 обозначаются непроходимые места, зеленым обозначаются цифрами путь, по которому можно пройти. Причем обратите внимание, что считается каждый шаг по очереди. Таким образом, отображается, сколько шагов займет тот или иной путь. И есть еще другие цифры, которые таким вишневым цветом. Это тоже алгоритм пытался там построить путь, но, видите, он зашел в тупик, то есть дальше уже некуда было идти. Но, тем не менее, попытка построить этот путь была. Далее Level 3 нажимаем. Так, и у нас здесь уже большего размера сам по себе прямоугольный такой лабиринт появляется. Путей здесь может быть уже много. Нажимаем «Проверить», строится вот такой вот путь, но вы видите, что были попытки построить и другие пути самыми разными путями. Но поскольку надо выбрать какой-то один для того, чтобы ваш, например, будущий персонаж двигался, то это делается таким вот образом. Ну а теперь предлагаю перейти непосредственно в саму программу. Что нам для этого надо? Во-первых, кинуть несколько кнопок, в данном случае две. С вкладочки «Стандарт» это можно брать. Вот здесь есть T-button. Ставим, растягиваем им, как нам необходимо. Далее отсюда же берем лейбл, ставим первый и второй. У первого в кэпшене, вот здесь в свойствах, мы пишем проходимость карты двоеточие. Там, где идут вопросительные знаки,
Мы с вами тоже в кэпшене это записываем. Также ложим Open Dialog. Это находится на вкладке Dialogs. Вот он, T-Open Dialog. Ложим его сюда. И со стандартной вкладочки мы с вами положим еще T-Memo. После того, как мемо положили, мы переходим в Scroll Bars, это прокрутка, и ставим значение SSBoss для того, чтобы и вертикально, и горизонтально можно было в будущем прокручивать. Мемо нам необходимо для более простой загрузки карты из текстового файла, и потом мы с мемо будем работать. OpenDialog необходим для того, чтобы открывался диалог открытия и поиска нужных нам файлов для загрузки. Ну а кнопочка «Проверить и загрузить» мы с вами ее уже в целом разбирали. Далее смотрим, какие у нас тут есть события, и мы видим, что событий у нашей формы нет вообще никаких. Поэтому переходим сразу к коду и будем его потихонечку разбирать. Итак, создаем динамический массив, у которого нет конкретного размера. Назовем его map, и это будет array of string, то есть двухмерный массив. Первое значение это будет значение по иксам, то есть ширина. Второе значение это будет значение по высоте, то есть координата y, да, а первая координата x. Далее way у нас будет такого же размера, только обратите внимание, что map у нас типа string, то есть это текст. У нас же там иксы с вами есть, нули и всякое такое. А вот way у нас уже будет integer. Такого же размера, там мы будем искать путь, но уже будут значения целочисленные. Также мы с вами создаем массив тоже динамический точек. У каждой точки есть координата x и y. Там мы будем записывать не все найденные пути, как это было в way, а конкретные, которые мы выбрали, и каждый шаг по очереди будет в него заноситься. Также объявляем две переменные w и h. W это ширина, h это высота нашего загруженного лабиринта. И создаем несколько процедур. Load map для загрузки карты, draw map для рисования карты и find way это для поиска пути. Далее мы с вами нажимаем на кнопочку загрузить, дважды попадаем вот сюда. Что мы здесь с вами будем писать? Пишем open dialog initRDial. Это значит, что мы задаем папочку по умолчанию. И задаем папочку по умолчанию через extract file dir, там, где находится наше приложение, где лежит его exe name. То есть exe файл, через который мы запускаем наше приложение. И ставим дефис, чтобы в эту папочку перейти. Вот в папочке с нашим приложением мы все и будем искать. Далее запускаем, собственно, сам наш диалог. И далее, если мы выбрали какой-то файлик для загрузки, то есть если имя нашего выбранного файла не равно пустоте в одинарных кавычках, тогда мы очищаем наш мемо и загружаем в него тот файл, который хранится в имени, которое у нас выбрано было в OpenDialog. Далее у нас идет загрузка карты, то есть процедура loadMap, а нашему лейблу второму мы ставим вопросительные знаки. По ним мы будем ориентироваться, карта у нас загружена или она уже проверяется. Далее прописываем нашу процедуру loadMap, то есть загрузка. Там есть временные переменные i и j для перемещения по координатам x и y при загрузке карты. И переменная s, куда мы будем загружать каждую строчку для того, чтобы разбирать оттуда символы в наш будущий массив карты. Здесь тоже у нас, мы видим, задается название кэпшену нашему. Далее мы получаем ширину W нашего лабиринта. Для этого мы просто берем длину любой строки. Ну, в данном случае мы нулевую строку берем из мема, и ее длина и будет являться ширине нашего лабиринта. А высота — это количество строк, которое есть в нашем мему. Далее мы должны задать нашим динамическим массивам какие-то размеры. Вот мы как раз setLength, он устанавливает размеры, и нашему map и way по ширине W и по высоте H задаем новые размеры. Но после этого они у нас пустые, нам их надо заполнить. Поэтому мы пробегаем по координатам Y от 0 до
высоты -1, потому что нумерация с нуля, а не с единицы идет. И записываем каждую строку по отдельности. То есть у нас string сжатый идет. И далее мы пробегаем в самой выбранной строке тоже от нуля до ширина -1, потому что нумерация идет с нуля. И в map итый житый, то есть map с координатами x и y, мы записываем по очереди каждый символ. После чего у нас будет идти drawmap, то есть прорисовка карты. Прорисовка карты у нас идет так. Тоже есть временные переменные I и j, а также n типа integer, то есть целые числа. На нашей форме, на конве, то есть там, где мы можем рисовать, заливку цвет мы ставим белый. То есть у нас будет белый фон. И рисуем огромный квадрат по ширине и высоте нашей формы для того, чтобы полностью заполнить все этим цветом. Далее пробегаем по всем координатам x и y по всей нашей карте и смотрим, если каждая клеточка, мы ее проверяем, если map итый житый равен x, тогда мы устанавливаем красный цвет. Если там нолик, тогда мы устанавливаем зеленый цвет. И только после этого через text out на конве мы выводим какой-то текст. Координаты у нас идут i умножить на 12. 12 это отступ каждой клеточки друг от друга, ну, в данном случае нашего текста, и j умножить на 12. При этом дополнительный отступ от левого края делаем 10 пикселей, а дополнительный отступ сверху мы делаем 62. Почему 62? Ну, это опытным путем установлено. Там у нас размер двух кнопочек, которые сверху, мы под них должны стать. И у нас там еще есть лейблы, мы тоже под них становимся. И после этого рисуется текст, который хранится в мапе там житом. После этого мы смотрим, если не равно вопросительным знаком, тогда надо помимо того, что мы рисовали левую карту, нам надо еще и правую рисовать уже с текстом пути. Поэтому если у нас нет вопросительных знаков, тогда мы с вами проверяем, если тоже клеточки, да, если v итый житый у нас не меньше нуля, то есть минус единица, значит он непроходимый. Мы ставим красный цвет. А вот если он больше или равен нулю, тогда мы цвет по умолчанию ставим вишневый, то есть как минимум это все пути, которые могут быть. И далее пробегаем с вами от нуля до длины нашего рода, то есть, скажем так, нашего пути, который выбран массив. И мы проверяем, если координата x и координата y равно как раз I и j, которые сейчас проверяются, тогда эту координату надо не вишневым цветом, а вишневый цвет у нас поменяется на зеленый, потому что это еще и выбранный цвет оказывается. Ну и после этого, конечно же, рисуется собственно, то, что хранится в и там житом значении. При этом обращу ваше внимание, что нам всегда, рисуя правую карту, надо отступать от левой. Для этого мы, конечно же, у нас клеточки точно так же друг от друга отступают на 12 пикселей. Сверху у нас тоже также идет плюс 62 пикселя отступ, а вот вправо мы с вами отступаем дополнительно ширина, умноженная на 12. Это мы с вами получим ширину нашей карты, соответственно, левой карты тоже. И плюс 24 пикселя, 10 пикселей, потому что там был отступ с левого края, ну и еще 14 пикселей, чтобы не сливались у нас две карты воедино. Далее пишем процедуру поиска пути. Собственно, самая важная процедура. Данный алгоритм волновой, он чем хорош? Он всегда должен находить путь, если он существует, и при этом перебирая все возможные пути. То есть не должно быть проблем с поиском пути, но у него есть другая проблема. Во-первых, скорость работы у него не очень хорошая, особенно если лабиринт будет огромный, и искать путь нужно будет на очень длительное расстояние. Поэтому там зачастую используются какие-то более упрощенные, более быстрые алгоритмы, но работающие, например, в плане поиска пути немножко похуже. Объявляем временные переменные I, j и n. И далее мы должны с вами проверить проходимость. Для этого мы с вами
пробегаем по всей карте, и если где-то с вами находим иксы, ставим там -1, а если где-то находим нули, то ставим нули. И дальше все -1 мы с вами уже проверять не будем, потому что это у нас будет считаться, что непроходимые пути по сути. Далее нам нужно определить длину пути, которую нам нужно будет пройти. Тоже пробегаем по всем координатам x и y, при этом еще пробегаем цифры. Ну, у нас мы ставим единичку на то место, где у нас стоит наш персонаж, левый верхний угол, да, а дальше n это мы ищем второй путь или шаг, да, второй шаг, то есть n это у нас шаг, какой он по очередности, вот начиная со второго. И если мы находим с вами слева от нашей клеточки, которую мы проверяем, что там хранится 0, в этом случае мы что делаем? Мы туда заносим n, то есть цифру 2. Если j-1, то есть выше берем клеточку, если там находим, туда тоже заносим двойку. Точно так же вправо проверяем и точно так же вниз проверяем. Если находим там клеточку с нулем, значит туда можно стать, и мы туда заносим следующую циферку. После этого n у нас меняется на 3, опять пробегаем по всем клеткам, расставляем. Опять ставим 4, 5, 6 и так далее. И, ну, грубо говоря, у нас здесь больше 100 шагов быть не может, да. Но если надо больше 100 шагов, меняем вот эту цифру, и оно будет пробегать большее количество раз по карте. Не самый оптимальный алгоритм, но для примера нам сгодится. Далее мы с вами проверяем уже пути и проходимости. Да? Мы с вами смотрим, если в итоге самая нижняя, самая правая клеточка, если она у нас больше нуля, то есть там уже есть какая-то цифра, очередность шага, значит мы туда путь нашли. Тогда мы уже вместо вопросительных знаков в caption заносим «карта проходима», устанавливаем размер для нашего выбранного пути, и мы уже знаем, сколько шагов надо сделать, количество шагов занесено в нижний правый угол, оттуда мы и берем эту цифру. Такого размера у нас будет road. Далее в n мы заносим тоже количество шагов, которые надо сделать. Первый шаг мы в любом случае заносим, это то, что у нас хранится в самом первом, скажем так, последний шаг, грубо говоря. То есть мы сначала заносим последний шаг и будем идти не сначала, а с конца. При этом у нас n сразу идет максимальный, то есть берем последний шаг и будем потихонечку вырисовывать себе путь. Далее уменьшается номер шага, сдвигаются задаются текущие координаты, в которых у нас мы находимся, в данном случае нижний правый угол, и далее в цикле while мы будем искать каждый раз предыдущий шаг для того, чтобы построить путь с конца в начало. Ну и проверяем, собственно, сначала влево, можем ли мы пойти, если в итоге можем, то есть там и не выходим за границы нашего массива, чтобы у нас ошибки не возникали, и при этом, если в клеточке там хранится нужный нам номер, который хранится в самом n, тогда мы заносим в road n-1 нужные нам координаты, уменьшаем снова шаг и сдвигаемся влево, да, по нашему i. I это координата x, j координата y. Точно так же мы проверяем вправо. При этом, смотрите, у нас проверяется влево. Если не нашли путь, тогда else, то есть в других случаях, во всех остальных, тогда мы ищем вправо. Если не нашли вправо шаг, тогда мы ищем с вами вверх. Если не нашли вверх, тогда вниз. Так у нас и приоритеты строятся. Всегда ищем сначала влево, потом вправо, потом вверх, потом вниз. И если в итоге не получилось найти путь, то пишем «карта непроходима». Вот так вот это выглядит. Ну и нам еще стоит нажать дважды на кнопочку «Проверить». Здесь мы запускаем процедуру Find Way для того, чтобы искался путь, и Draw Map для того, чтобы карта рисовалась. То есть, видите, да, с учетом пропусков, с учетом кода, который был написан самим Delphi, у нас здесь 189 всего лишь строчек, ну 190, грубо скажем. Ну, а если пробелы убрать, будет еще меньше. То есть вот это вот все, например, вверху мы вообще с вами вот до сюда не писали. То есть сам по себе примерчик очень и очень простенький.
Ну, а доработать в случае чего вы можете его сами. На этом у меня все, ребят. Если данное видео было полезным, не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал и нажать колокольчик. Пишите комментарии, это важно. И если есть возможность финансово поддержать канал, то сделать это можно по реквизитам в описании, а также на главной странице канала. С вами был Виталий Соколов. До встречи в следующих видео. Сейчас идет подготовка нескольких следующих видео. А данное видео записано, потому что не успеваю я выпустить на данной неделе какое-то более информативное видео. Поэтому пока что обойдемся таким. Все, рад был всех видеть. Всем пока-пока.